Друзья, рада видеть вас на моей кухне. Нектарины, мед и гриль. Кажется, это десерт. А вот и нет. Оставайтесь со мной, дальше будет еще интереснее. Для салата нам понадобится 3 крупных нектарина или персика. Выбирайте плотные, не слишком спелые плоды, чтобы они хорошо держали форму на гриле. Удаляем косточки и нарезаем каждый нектарин на 8 долек. Слегка смазываем растительным маслом хорошо разогретую поверхность гриля и выкладываем дольки нектарина. Обжариваем несколько минут с одной стороны до появления красивых румяных полосок, затем переворачиваем. Если нет гриля, можно обжарить на обычной сковороде. И вот здесь добавляем немного меда. Он поможет нектаринам красиво карамелизоваться и придаст им невероятный аромат. Теперь нектарины раскрываются совершенно по-новому. Когда они хорошо подрумянятся с обеих сторон, снимаем их с гриля и откладываем в сторону. На большое плоское блюдо выкладываем заранее подготовленный микс зелени, свежие листья салата и ароматную рукколу. Теперь приготовим ароматную заправку. Для нее нам понадобится цедра половины лимона. Соединяем оливковое масло, соль, свежемолотый черный перец, итальянские травы, мед, лимонную цедру и примерно столовую ложку свежевыжатого лимонного сока. Все хорошо перемешиваем, чтобы ингредиенты объединились. Наша ароматная заправка готова. Теперь подготовим авокадо. Разрезаем его пополам, удаляем косточку, снимаем кожицу и нарезаем тонкими пластинками. Чтобы авокадо сохранило красивый цвет и не потемнело, спрыскиваем его небольшим количеством лимонного сока. Теперь выкладываем обжаренные на гриле нектарины поверх микса зелени, одну дольку за другой в произвольном порядке. Я покажу вам свой вариант подачи. Между дольками нектаринов выкладываем пластинки авокадо. Получается ярко, свежо и по-настоящему по-летнему. И, конечно, главный акцент этого летнего салата – свежая голубика. Щедро выкладываем ягоды поверх нашей композиции, а затем обильно поливаем все ароматной заправкой. Далее добавляем крупно нарезанные, заранее обжаренные грецкие орехи. Пармезан натираем тонкими пластинками. Я использовала маленькую терку, чтобы получить почти невесомые лепестки. Выкладываем их поверх салата. А для яркого цветового акцента добавляем несколько свежих ягод малины. И завершающий штрих – тонкая сеточка из бальзамического крема. Вот и готов наш яркий и необычный летний салат. Возможно, сочетание ингредиентов покажется вам неожиданным, но поверьте, вкус получается просто изумительным. Напишите в комментариях, как вам такое сочетание продуктов и попробовали бы вы приготовить такой салат. А я желаю вам приятного аппетита и до встречи в новых вкусных рецептах. Пока-пока!